Друзья, сегодня нам предстоит интересное путешествие. Мы с вами поедем на городском автобусе из города Ферне-Вольтер до города Женева. Несмотря на то, что это два разных государства, Франция и Швейцария, мы поедем с вами именно на городском автобусе Женева. Дело в том, что мы с вами получили по приезду в гостинице проездной билет на весь срок нашей командировки, где будет указана ваша фамилия, имя, отчество и даты приезда и отъезда. Откройте энциклопедию и прочитайте про Вольтера. Это очень интересный персонаж, который жил в 19 веке. Я сейчас в городе Ферне-Вольтер, Франция. 2-3 километра от международного аэропорта Женева. И вот сейчас как бы мы видим вечерний трафик такой, где довольно плотненько как бы идет. Но это в сторону Женевы. Вот это остановка, у меня вот два автобуса. F идет мимо зданий офиса ООН в Женеве и далее в центр города до центрального вокзала Корновиль. Автобус Y идет в международный аэропорт Женевы. То есть машины все красивые, новые. Сейчас я думаю, что увидим какой-то взлет самолета. Но вот здесь я смотрю, что тоже круг главное, поэтому здесь как бы все утыкаются в этот круг и практически все стоит. Тут же вон самолетик полетел. Видно. Это швейцарская авиакомпания. Вот он близко, тут городок такой, каждый день тысячи самолетов, и поэтому, наверное, жить, конечно, весело, с ума может сойти. Вот, но чем прелесть какова, то что много магазинчиков всяких, вот Carrefour большой, который по ценникам он совершенно адекватный. Ну, кстати говоря, тетенька едет в жилетике, чтобы ее было видно на дороге. Гоняют они, конечно, по дорогам вообще лихо. И тетки в бальных платьях, и в офисных каких-то одеждах и так далее. Поэтому под велосипед это в порядке вещей вообще. Единственное, что немножко дымно с точки зрения того, что очень много дизельных машин. Вот, поэтому как бы сейчас довольно жарко, поэтому человек какой-то идет с зонтиком. А это вот уже вот те горы там вдалеке, это уже опять Франция, то есть вот кусочек. Швейцария совсем небольшой как бы. Вот, а потом опять Франция. Горы это уже французские. Вот. Но ждем автобус еще буквально где-то минутки 3 примерно. По расписанию они ходят в основном мотоцикл. Вот. Дядьки такие бодрые, с бородах. О, уже кто-то недоволен. Вот вообще какая-то канитель. Поэтому тут все весело. Вот еще тоже Air France. Вот. Аэробас. Air France'овский. Побольше уже. Тут Женевский аэропорт такой, он довольно насыщенный. Только джеты всякие летают, все на свете как бы. Поэтому вот как бы так. Вот еще один самолетик. EasyJet. Вот этот автобус, только он идет в другую сторону. Сейчас уже наш должен прийти уже. Вот, с кондиционерами. Приседает, когда на остановку заходит. Написано не больше 70 км в час как бы. Ждем свой автобус. Ну вот заходит наш автобус. Сейчас поедем дальше. У нас там два. Этот миксал. Prochain arrêt, Ferney-Voltaire, Douane. Не посмотрелся, когда бензин был.
остановка во Франции. Но не остановился. Prochain arrêt, Никого нет. François-Collet-Douane. Такая вот граница. Вообще никого. Туда ехали, остановили, а обратно нет. Далее автобус заходит в тоннель, над которым располагается взлетно-посадочная полоса аэропорта Женевы. Prochain arrêt, Pégusser, P47. Prochain arrêt, Вавилон, потому что кого тут только нет. Сейчас будем. Эти огромные автобусы поворачиваются на таких маленьких. Ну, это новое здание, вот его не было, в принципе. Совершенно свежее. Prochain arrêt, Crête de Morillon. Ну вот мы сейчас будем в этот маленький переулок на этой махине поворачивать. По улице осталось в стороне. В общем, вот так вот они тут и живут. Prochain arrêt, Oribès. Загнивающему парки, сады, велодорожки.
Стояночка для велосипедов. Школы. Вот это Всемирная организация по миграции. Кстати говоря, вот это здание тут. Они же любят всевозможные всемирные организации. Ну, вот это одна из. Ну, кстати, я вот по этой тропинке на этой остановке выходил, жил вверху там в гостинице. Ну, минут 7 так примерно по парку, по вот этому, мимо здания Красного Креста. Сразу как в лесу, как Prochain будто arrêt, Ну вот очень живописные тети и дядя. Вот это вот здание. Вход. Ну, вот какие красавцы. Очень красиво. Вот за этим лесом вот это здание ООН. Ну, вот тут очень плохо. Мы сейчас попробуем подъехать поближе, я попробую поснимаю. То есть, когда впервые приезжаешь, приходится идти по этой дороге, чтобы дойти до Европы-Восток, чтобы получить. У нас все от организации будет. Проедем мимо сломанного стула. Send all your emails. Send all your emails to us. Exactly. I will. Характерное здание. How was your last day at work? Сейчас я так полагаю, что это тоже. When I came, Вот это здание ООН. За кустами там и там, где мы работаем. science. Красный свет, опять стоим. Вот сейчас мы вот уже проезжаем главные ворота практически. А мы это чуть-чуть прямее пойдем. Вот это всегда показывается. Вот оно. Данный вид вы можете часто встретить в мировых новостях. Вот здесь. Пластиковую карточку. Вот эта площадь, на которой постоянно происходят какие-то митинги, какие-то эти мероприятия, вот этот стул поломанный, символизирует то, что там много очень людей подрывается. А теперь тот же самый вид, только с территории Организации Объединенных Наций.